Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо подорож у Чорнобильську зону відчуження. У попередніх відео я показав, як потрапив на територію зони, зустріч зі сталкерами, дугу, волхів, 5-й енергоблок та ставок-охолоджувач разом з річкою Прип'ять. Сьогодні я прямую від річки Прип'ять в сторону села Зимовище. Что ж, попрощался на сегодня с ребятами. Они пошли в сторону Припяти. Мой путь лежит на левый берег, в деревню Зимовище. В общем, до туда 3,5 километра. И мне сейчас предстоит туда добраться. На крайний случай запасся водой, потому что там с этим проблемы. Нужно искать колодцы. Поэтому 4 литра воды, я думаю, мне вполне хватит на сегодняшние сутки. ЧАЭС показалась на горизонте. Після річки Прип'ять ми розпрощались з Ванією та Двокришем. Хлопці пішли у мертве місто, а мій шлях лежав до покинутого села на лівому березі Прип'яті. До Зимовища звідси близько 4 кілометрів. Правда, з одним дуже великим але. Семіходський міст. Єдиний діючий залізничний міст у зоні та один з найбільших залізничних мостів України. Його довжина близько 700 метрів. Шлях мостом пішки по часу займає близько 10 хвилин. За цей час тут може запросто проїхати атомна електричка або дизель-потяг. Сховатись тут ніде, тому перспектива звисати декілька хвилин над прірвою, поки проїде електричка, мені дуже не подобалась. Отже, до лівого берега залишається 700 метрів. Ну что, сейчас мне предстоит быстро перебежать этот мост, потому что я, если честно, без понятия, сколько будет электричка. А тема такова, что она может быть в любую минуту. Что чисто. Я даже не знаю, где тут прятаться. Вот и река Припять. Буквально ведь недавно. Я там был с ребятами. Очень тяжело. Эти километры в третьей очереди давались так, с трудом по этой жаре. И сейчас еще добежать последние метры, чтобы быть
на левом берегу. Кажись, перешел удачно. О, замучился аж. Все, я в относительной безопасности. Короче, сейчас забегаю в особнячок. Там немножко пережду жару. Хочу сам отдохнуть, потому что мы вот шли с третьей очереди. Я очень сильно устал. На дороге чисто, но следы наката присутствуют. Особняк под мостом. Сюда-то мне и нужно, чтобы немножко передохнуть. Здесь просто очень свежо. Можно вот так вот присесть и отдыхать. Главное найти расположение, чтобы смотреть на мост. Потому что в прошлый раз отсюда я заметил, как в нашу сторону шел вохр. Сижу тут и уже помираю, блин. Настолько тяжелой далась переброска через мост. Значит, до крайней точки 3,2 километра. По этой жаре, конечно, невыносимо, но что мне остается делать? Скоро закат, световой день подойдет к концу, и мне стоило бы уже идти в это село. Нефильтрант. Ну что ж, спасибо этому дому. Он мне очень сильно помог сейчас с привалом. Тут такой холодок веял. Сейчас я двигаюсь в зимовище. Вот эта вот грунтовая дорога выведет меня прямо к селу. До туда 2,7 км. То есть ни много и ни мало. Учитывая то, что мои ноги уже стерты. Приглашал парней в поход. Но они говорят, если бы меньше рюкзаки весили, то пошли бы. А так как зимовище было у меня в планах, я думаю, просто грех не посетить его в этом походе. Рано или поздно с этими ребятами мы бы разошлись, потому что все-таки тематика соло-похода у меня. Мы встретились с ними на домике лесника, и получается, только посетили Дугу, ЗРК Волхов и третью очередь строительства ЧС. Вот так вот совпал наш маршрут, наши интересы. И значит, я вот так вот подумал, ну что мне ради постановы идти но я вот так вот подумал, что мне идти сзади или впереди них. Все равно будем встречаться периодически на маршруте. Поэтому принял решение идти вместе. Жара сейчас просто неимоверная. Благо уже потихонечку солнышко садится, появляются теньки, жара спадает. И я туда дойду, наверное, в нормальном состоянии. Сейчас я уже под прикрытием насыпи. С атомной электрички меня уже никто не запалит. Но дорогу никто не отменял. Здесь периодически ездят лесники, егеря на
буханках, УАЗиках. Так как в селе я никогда не был, то, если честно, не знаю, где там искать хату. Надо будет разбираться по ходу дела. Проблема будет еще с водой. Если я найду воду, возможно, поутру я даже побежу в Красно без рюкзака и в село Машево. То есть и такие планы у меня есть. Получится ли, не знаю. Пока что это все планы. Кстати, вот такое вот болото тут на маршруте. В прошлом году, когда мы перешли этот мост и за нами вышел нацгвардеец, то мы обходили вот этими вот лесами по болотам. Было просто адски сложно и невыносимо идти. Наша главная ошибка, наверное, тогда была в том, что мы тоже долго сидели в этом домике, хотели посмотреть на атомную электричку. В итоге засиделись настолько долго, что с правого берега пришел нацгвардеец и искал нас. Вот такие вот дела, поэтому-то я сейчас долго не сидел в этом домике. Хочу подальше отойти от Семиходского моста, чтобы меня и в помине не было видно на горизонте. Касательно этой дороги, то это типа грунтовка вместе с бруковкой, выстелена вот так вот в ряд, по которой легковушки-то особо не ездят. Насчет патрульной полиции, если честно, я не знаю. Знаю, что она активно используется лесниками. Благо от моста я уже отошел подальше, поэтому с той стороны меня особо видно быть не должно. Я хочу сейчас взять этот отрезок 2 километра без привалов. Дальше отойду. Меньше шанс, что меня кто-то догонит с той стороны. И быстрее попаду в село, быстрее расстелюсь, сделаю на него обзор, засталкерю его, приготовлю покушать, лягу спать. А уже ночью буду решать, що делать дальше. На одному з привалів мене конкретно заглючило, що я не міг слова зв'язати. Сонце настільки спекло голову, що я втратив пильність і було ледь не засвітився перед машиністом потяга. Я остановился на очередной длительный привал. Хотя, ну как длительный? Тут уже можно посидеть минут 10-15 и пойти дальше, потому что не особо сильно хочу сидеть на дороге. Уже хотелось бы зайти в прохладную глиняную хату. За что, собственно, и Полесье славится. Хорошую глиняную хату, которая построена из дерева и глины. Там будет очень прохладно, и я думаю, я очень быстро отойду от своего недуга в виде натертых мозолей, вот этой жары невыносимой. И вот этой жары невыносимой. Мой внешний вид оставляет желать лучшего, блин, капец. Короче, до села остается 1,6 километров. Ё-моё! А я ее даже не услышал. Лягай.
Я ее даже не услышал на горизонте. Сидел, как раз записывал видео, смотрю в сторону, а столпы ЛЭП почему-то, столпы опор ЛЭП почему-то покрылись тенью. Я уже догадался, что это может быть, но я уже было дело догадался, что это может быть, но потом списал на то, что мне показалось, и в общем-то чуть бы не поплатился запалом. Такие вот дела. Ладно, я тогда буду идти до зимовища, приводить себя в порядок. Заодно покажу вам это замечательное село. Ну что ж, вот и нужный мне переезд. Поворот на село Зимовище. Так, понятно. Едет, возможно, атомка. Судя по звуку, реально атомная электричка. Вторая по счету. Значит, вечером их отправляется целых 2. Возможно, это связано с тем, что сейчас какие-то новые правила в связи с карантином. Я знаю, что когда атомка раз проехала, то дальше путь вроде бы как открытый. Вот. Сейчас уже стоило бы бежать на зимовище. Перебежать быстренько этот переезд. И отправиться в новый дом. Ну что ж. Я перешел переезд в селе Зимовище. Сейчас устремляюсь в само село. До него мне идти 600 метров. И это только до первой улицы. А само село, оно огромное. Я думал, что дорожное покрытие будет хуже, но идти в целом более-менее комфортно. Берцы у меня сейчас сохнут. Уже очень сильные мозоли себе набил в связи с этими долгими переходами, практически без отдыха и еды. Пока что непонятное для меня здание. На карте они никак не обозначены. Вот странное какое-то здание, словно ремонтный гараж какой-то. Полностью, кстати, раздостроенный. Вот здесь даже валяется что-то типа БелАЗа и кабины от автомобиля. Еще один кузов от автомобилей. Я думаю, если устремиться вдаль села, то сохранов тут намного больше, чем даже в том же селе Красно. Что интересное, я заметил зерноток из игры Сталкер. Насколько я понимаю, я пришел на базу МТС Зимовище.
Вдали видел комбайны вот тут вот. Вдали вот тут вот видел комбайны. А элеватор, скажу вам, такой мощный. Подобное я видел в Копачах, в толстом лесу. Ну и теперь, конечно же, здесь. Сама конструкция элеватора изготовлена из дерева. Зернотоки же у нас получаются металлические. Если честно, атмосферное место. Это что-то типа полевой бочки. Типа полевая кухня получается. В эту сторону находится база МТС Зимовище. Тут вот такой вот ангар, который, к сожалению, уже частично разрушен. Многие постройки в зоне со временем уже перешли в негодность и имеют вот такой вот печальный вид. А вот этот вот у нас спрятался за деревьями комбайн Нива. Подобное уже было в Копачах, но здесь их целая куча, да еще и под навесом. Я бы вам даже сказал, это не комбайн, а сеялка. Нет. Я уже, наверное, понял, что это такое. Это собиратель зерна. Как-то так эта махина называется. В общем, выглядит мощно. МТС Зимовище – це покинута база розташування сільськогосподарської техніки у цьому селі. МТС розшифровується як машинно-тракторна станція. І всього в зоні було декілька МТС. Найвідоміше серед них у Копачах. Просто це ходовий маршрут, і цю станцію бачить більше народу. Сюди ж рідко ходять сталкери. Що спільного я помітив між МТС у Копачах та Зимовище – це те, що на обох локаціях дуже підвищено фон. Чи не здається це вам дивним? Особисто мені так. І я гадаю, що причина в тому, що ще деякий час після аварії сільгосптехніка їздила полями. Евакуація була нерівномірною. Так, наприклад, місто Прип'ять евакуювали 27 квітня, а села лише 5 травня. До того часу комбайни запросто могли колесити полями під час посівної. А вот это выстроились в ряд два брата-близнеца, комбайны Нива. Кстати, в отличие от села Копачи, здесь сохранность этих комбайнов намного хуже. А вот и, собственно, описание этого комбайна. Сделано в СССР, производство города Ростов-на-Дону, завод Ростсельмаш. Заводской номер уже давным-давно стертый, зато месяц и год выпуска хорошо сохранились. Насколько я понимаю, это сентябрь 1982 года. Примерно 6 лет отработал этот комбайн, и авария на ЧАЭС завершила его судьбу. Кстати, внутри комбайна есть информация по технике безопасности и еще разные рисунки, связанные с техническим состоянием. Переключать передачи необходимо на малых оборотах двигателя при полностью выключенной муфте сцепления
запрещается начинать движение комбайна при заткнутом ручном тормозе, переключать передачи на ходу, использовать муфту сцепления для уменьшения скорости движения. Вот такая вот техника безопасности в советских комбайнах была установлена. А тут вот еще стоит одна махина, название которой лично мне неизвестно. КПС 5Г. Скорее всего, это приспособление, трактор, которым, скорее всего, это тоже собиратель зерна. Сужу это по вот этой вот молотилке. Ну да, это собиратель зерна. То есть, если то были комбайны, то вот эта вот штучка собирает зерно, молотит его. И все это дело поступает типа в такую вот трубу. И должно выходить сзади и упрессовываться такими себе. И упрессовываться в брикеты. Типа квадрат метр на метр, что ли. Тут начальный собиратель зерна как раз был в целом виде. Этот немножко раздостроили на металлолом. Сейчас я собираюсь сил, найду себе дом для ночлега и немного там отдохну и покажу вам окрестные виды данного села. Все эти объекты госучреждений можно пока что откинуть на потом. На потом я имею в виду на завтра, а сегодня хочу вам показать именно жилой сектор. Жилой сектор утраченного Полесья на левом берегу Чернобыльской зоны отчуждения. Кстати, вот что реально удивляет, это сетка. Сетка, которая простояла тут около 3 десятка лет. Около 3 десятков лет, и она до сих пор не сдана на металлолом. В том же селе Копачи уже настолько все разграблено, а на левом берегу зоны отчуждения, в принципе, сохранность удивляет. Я вот всегда меряю фон на локациях, где я приваливаюсь, поэтому стоило бы сейчас включить радиометр. Ой, что-то нехорошо ему. Учитывая то, что левый берег особо-то и не дезактивировали, то вот этот вот радиационный фон по бете и гамме в принципе оправдан. Мне кажется, я знаю, почему поснимали колеса. Наверное, это все дело было заражено. Это бета и гамма. А что скажет радиометр в режиме измерения гаммы? Ну, что касается гаммы, видите, фильтр отсеял бету, и тут около, наверное, 80 микрорентген в час. Ну вот, 100 микрорентген в час в месте моего привала. Не критично, не смертельно. Кстати, кому интересно, что это такое висит у меня на рюкзаке, почему я берцы ношу именно снаружи, стоит объяснить это тем, что сейчас на улице очень жаркое лето, а я взял в поход, не подумав, зимние ботинки. В общем, нога потеет, берцы мокнут и не могут нормально высохнуть. Поэтому я таскаю их с собой, чтобы они сохли. То есть
Во всяком случае, они мне еще пригодятся, поэтому, прицепив их на вот такое вот приспособление, я думаю, что за сутки они подсохнут, и можно будет в них переходить росу, знаете, всякую такую непонятную, всякую такую неприятную тему, а в моих кроссовочках, в принципе, ходить по асфальту. В принципе, на хорошем асфальте они себя хорошо показывают. На цьому відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляди, підписки та вподобайки. Біля мікрофону був, як завжди, Мішаня. Я бажаю вам удачі та мирного неба. З вами я ненадовго прощаюсь. Всім па-па!